Привет! В сегодняшнем видео я хочу поделиться личным опытом, связанным с переездом и подготовки к нему. В последнее время мне очень часто стали приходить сообщения в Инстаграме, в том числе от вас, от моих зрителей здесь, с различными вопросами, связанными с переездом. И я поняла, что эта тема все еще остается актуальной. Очень многие люди планируют переезд, планируют переезжать в Польшу в ближайший год, в ближайшие месяцы, ищут тут квартиру. В общем, вопросов очень много и все разные. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться своим личным опытом, который я приобрела после переезда за границу, о том, какие вещи необходимо сделать, какие дела сделать, документы и что-то еще, когда вы находитесь еще дома. И перед тем, как мы перейдем к основной части, хочу немного объяснить свой внешний вид. Дело в том, что в последнем новостном видео, кстати, посмотрите обязательно, если вы его не видели, я записывала видео в толстовке из H&M, и я была, как обычно, со своими обычными волосами, у меня были накрашены губы. И один комментатор, поляк, написал, что мой макияж и моя прическа совсем не соответствуют одежде, в которую я одета, а я была, по его мнению, одета в кофту из спортивного костюма. И, судя по всему, это человек украинофоб, потому что он еще акцентировал внимание на том, что так одеваются несоответствующе только женщины из России, из Украины, в общем, мигранты из этих бедных, нищих стран. И поэтому я решила привести в соответствие свой внешний вид здесь и здесь. И поэтому я сегодня вот в прекрасном платье. Итак, первый блок касается финансов, что нужно не забыть в денежном отношении, на что отложить, на что собрать и о чем подумать. Думаю, очевидно, что необходимо собрать какую-то определенную сумму на переезд и какую-то подушку безопасности и деньги на первое время. При этом это не зависит от того, приезжаете вы в страну и будете искать работу, или же у вас есть работа, например, как у меня с моим мужем, мы работаем в сфере IT, поэтому мы переезжали, и в Польше мы работу не искали, у нас она как бы постоянно была. Но, тем не менее, все равно подушка и определенные деньги на переезд должны быть в любом случае. Как посчитать, сколько этих денег вообще нужно будет примерно взять, и как это делали мы? Самая большая и емкая часть расходов наших, я думаю, многих людей, это аренда квартиры. Нужно определить бюджет, который вы готовы потратить на аренду квартиры каждый месяц. И теперь, внимание, после того, как вы определили эту сумму, нужно к ней прибавить 15-20%. По моему личному опыту, недвижимость это штука такая, что вот вам что-то понравилось, и вы переплачиваете, потому что это район, дом, квартира, цвет стен и что-то еще, где вы хотели бы жить. Итак, мы имеем арендную плату. К ней мы прибавляем сумму арендной платы. Это в Польше, например, стоимость риэлторских услуг. Это обычно 100% арендной платы квартиры. Это уже 2 арендных платы. Потом к этой сумме мы прибавляем залог. Это деньги, которые обычно в Украине это называется оплата за последний месяц. Владелец берет их в себе, чтобы гарантировать, что если вы что-то сломаете, он из этих денег вычтет. Поэтому наши 2 арендные платы превращаются не в 3, а частенько в 4. Например, мы, из-за того, что мы иностранцы, и у нас в контракте прописано, что мы хотим иметь кота, заплатили целых 2 залоговых стоимости, которые равны 1 месяцу аренды. Вот у нас 4 аренды квартиры получается. Но вы же приедете и, скорее всего, будете искать работу. И эта штука, конечно, такая, что можно найти работу и на 2-й день поисков, а можно не найти и на 2-й месяц поисков. Поэтому, мне кажется, как минимум еще 2, то есть уже 6, как минимум еще 2 арендных платы сюда нужно учитывать, чтобы у вас было жилье как минимум, получается, на 3 месяца оплачено. Но мне кажется, это минимум, и лучше тут, конечно, подстраховаться и добавить еще. Но, допустим, это минимум. То есть как минимум вам нужно иметь 6 арендных плат. Из обязательных расходов ежемесячных, которые у вас начнутся с 1-го месяца, вне зависимости, будет у вас работа или нет, это еда, это транспорт, это оплата мобильной связи и интернета. На всем остальном, в принципе, можно сэкономить. Но лучше заранее узнать, сколько примерно в той стране, в которой вы едете, люди тратят на еду и вообще сколько стоит еда. Слава богу, есть миллион видео, и даже у меня есть видео про стоимость продуктов в Польше, если вас интересует именно Польша. Можно посмотреть и прикинуть, сколько денег вам пригодится каждый месяц. Про транспорт информация тоже открытая, сколько стоит общественный транспорт. Не стоит недооценивать расходы на транспорт, особенно если вы будете искать работу, потому что, например, в моем родном городе Мариуполе проезд в такси стоит столько, сколько в Кракове стоит проезд в автобусе. Еще один важный момент, по моему мнению, еще там, когда вы находитесь в стране своей, только планируете переезд, посмотреть, сколько стоит врач здесь, в стране, в которую вы приедете. Сколько стоит медицинская страховка, обязательно она или нет. Например, в Польше, если вы легально трудоустроены, то у вас есть медицинская страховка, и у членов вашей семьи вы тоже их вписываете
туда себе в страховку. Но так не везде. И при этом, опять же, если вы только будете искать работу, то у вас какое-то время не будет медицинской страховки. А есть такая штука, как зубы, аппендицит, какие-то еще странные вещи, которые вдруг могут случиться. Скорее всего, они не произойдут, но лучше понимать, сколько это примерно стоит, и иметь какие-то деньги, какую-то подушку, чтобы на всякий случай вы не остались у разбитого корыта. Сам переезд штука тоже очень затратная. Тут уже зависит от того, куда и откуда вы едете. Например, так как мы ехали из Польши в Украину, то перевезти вещи это была не очень большая проблема, хотя проблема была связана с карантином и с тем, что водители, которые обычно возят посылки, не ездили и не возили их, поэтому все дорогостоящие вещи, которые у нас были, техника, нам ее пришлось везти с собой в чемоданах. Почему? Потому что, например, почтой мы, по-моему, пользовались фирмой InTime, или как-то так называется, но ей нельзя отправлять вещи за границу, если стоимость вашей посылки там больше 40 или 50 евро, ну, в общем, это очень мало, и мы отправляли таким образом только свои бэушные вещи и обувь, а много остальных вещей дорогостоящих нам пришлось везти с собой в чемоданах. Например, наши друзья здесь в Кракове переезжали из России, и они просто не смогли взять с собой все свои вещи, потому что это вообще стоило бы просто огромных денег. Медицина. Как я уже сказала, лучше заранее узнать, сколько стоят разнообразные врачи и процедуры в той стране, в которую вы приедете, но еще лучше подумать обо всем на берегу и сделать нужные медицинские процедуры в стране, из которой вы едете. Ну, например, сходить к стоматологу, починить все свои кариесы, сделать чистку, вырвать зубы мудрости, восьмерки, если вы, например, возраста, как я, там 20 плюс лет, то время, когда они как раз-таки внезапно начинают расти, болеть и доставлять кучу неприятностей. Лучше об этом позаботиться заранее, проконсультироваться с врачом, даже если у вас ничего не болит. Проще и дешевле вам будет сделать это дома. Заранее проверьте лекарства. Есть ли те лекарства, которые, например, необходимы вам или вашему ребенку в стране, в которую вы едете. В Европе с этим все жестко, и очень многие препараты, которые используются на постсоветском пространстве, в России, в Украине, в Беларуси, их здесь нет. Часто их нет не просто так, а потому что они либо не имеют доказанной эффективности, либо они не работают, либо имеют сильные побочные эффекты, но, тем не менее, для многих людей это становится проблемой, и в группах я часто вижу, когда просят привезти, передать, продать или что-то еще, какие-то лекарства, которых здесь просто нет. Если вы взрослый человек и успели обзавестись каким-то имуществом, движимым или недвижимым, то, понятное дело, все, что вам не нужно, нужно продать. И продавать лучше начать заранее, как минимум за 6 месяцев. Но это речь сейчас идет, конечно же, не о машинах, не о квартирах, а о каких-то мелких бытовых вещах, не знаю, бытовой технике или чем-то таком. Но если у вас есть какие-то вещи подороже, например, недвижимости, и вы не собираетесь ее продавать, но она все еще остается вашей и принадлежит вам, то лучше заранее сделать доверенность на своего какого-то ближайшего родственника, доверенного человека, возможно, и не родственника, который бы на период вашего отсутствия, когда вы уезжаете и не сможете в случае чего резко приехать, смог бы распоряжаться этой недвижимостью, этим имуществом. Ну и лучше бы, конечно, перестать заранее приобретать различные имущества. Но это я говорю о мелких вещах: одежда, обувь, бытовая техника, посуда. Потому что потом, когда вы начнете собирать свои вещи, паковать чемоданы, взвешивать их, если вы летите на самолете, докупать еще чемоданы, потому что у вас все не влазит, считать, сколько вам будет стоить пересылка своих вещей за границу, вам это очень пригодится. Вот то, что вы заранее перестали покупать новые вещи и обрастаться хламом, вам очень поможет. Вы не будете испытывать чувство жалости, выбрасывая нужные вещи, которые никому не нужны, кроме вас, ну и не будете переплачивать за их доставку. Документы. Я уже сказала про доверенность на имущество, если оно у вас есть, но есть еще такие вещи, как, например, паспорт, который регулярно нужно обновлять, заменять, вклеивать фотографию или что-то еще. Лучше об этом позаботиться заранее. Например, я жила в Украине, я поменяла свой бумажный паспорт, книжечку, на пластиковый. И теперь мне в этом году исполняется 25 лет. Когда мне исполнится 25, мне не нужно вклеивать новую фотографию. Вот у меня есть этот паспорт, и все, он у меня там, по-моему, тоже на 10 лет действует. Потом уже нужно будет вносить какие-то изменения. То же самое, например, с водительскими правами. Но очевидно, что в Украине и в России получить водительские права намного легче, чем в Европе, например, в Польше. И лучше и дешевле сделать это у себя дома, пока есть такая возможность. Если у вас есть домашнее животное, которое вы собираетесь везти с собой, то, опять же, нужно позаботиться о документах для него. Мы не везли домашнее животное, я не могу подробно дать советы, но уверена, в интернете есть такая информация, если вам нужно. То есть там это паспорт, прививки определенные,
бешенства, от чего-то еще. Это чип, скорее всего, который животному нужно, ну вы поняли, как там, уколоть, да, внедрить. Ну, в общем, вот этот вот весь пакет у животным тоже лучше побеспокоиться заранее. Еще один момент, связанный с документами. Ну, например, нам с моим нынешним мужем пришлось пожениться перед переездом. Мы этого не планировали, в принципе. Ну, типа, когда-то, наверное, планировали, но как-то не думали. Но когда решили переезжать, стало понятно, что так как мы едем вместе, мы должны быть официально расписаны, быть официально мужем и женой. Это, кстати, стало для нас небольшим открытием, потому что мы об этом не задумывались, когда мы решили переезжать, и только там, когда мы поделились со своими друзьями тем, что мы, наверное, переезжаем за границу, уезжаем жить в Польшу, они спросили так: чё, жениться будете? И мы такие: блин, серьезно, это ж надо жениться. Вот такие моменты тоже бывают, связанные с переездом. Конечно же, самое главное и самый большой совет, который я могу дать перед переездом, это учить язык. Учить язык как можно начинать заранее и учить его до максимального уровня, который вы вообще можете. Потому что чем лучше вы знаете язык, тем проще вам будет адаптироваться в новой стране, тем свободнее, насколько это возможно, в первое время вы будете себя чувствовать, меньше будет вероятность того, что вы словите какую-то депрессию после переезда, с которой часто сталкиваются многие иммигранты, и в целом облегчите себе жизнь. У меня есть отдельное видео про синдром иммигранта, там я вообще рассуждала о том, как люди переживают переезд, а также рассказывала о своих эмоциях, как я себя чувствую иммигрантом, с чем я сталкиваюсь, с какими сложностями и проблемами. Так вот, знание языка — это одна из тех самых важных вещей, которая обезопасит вас от неприятных эмоций, связанных с переездом. Наверное, из советов, которые я могу дать лично от себя, это все. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы посоветовали людям, которые переезжают, какой у вас есть опыт, связанный с этим, и что вам кажется главное сделать перед тем, как собираешься переезжать. Мне и самой, честно говоря, будет интересно почитать, потому что кто знает, как развернется жизнь, и, возможно, через 10 лет я опять буду эмигрировать в какую-то другую страну, как знать. Спасибо, что посмотрели это видео, обязательно ставьте лайк. Это помогает распространять видео, и YouTube покажет его еще большему количеству зрителей. Я обнимаю каждого своего зрителя, и пока!